Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем истреблять демонов в игре Doom 1 и Doom 2. Ну, давайте начнем. Разработка Doom началась в конце 1992 года, когда Джон Кармак написал новый игровой движок. В то время, как остальная часть ID Software заканчивалась Spear of Destiny, когда в конце 1992 года началась полноценная фаза разработки. Основными тематическими влияниями были фильмы «Чужие» и «Зловещие мертвецы 2», а также кампания «Подземелья и драконы», в которой играли разработчики, где силы ада вторглись в материальный мир. Название игры было выбрано Джоном Кармаком. Программисту ID пришлось прибегнуть к нескольким хитростям, чтобы эти функции бесперебойно работали на персональных компьютерах образца 1993 года. Что наиболее важно, уровни Doom не являются по-настоящему трехмерными. Они внутренне представлены на двухмерной плоскости, причем отдельно добавляются перепады высот. В Doom также есть режим низкой детализации для улучшения частоты кадров на более медленных ПК. Например, с процессором 838.6. Дизайнер Том Холл написал подробный технический документ под названием «Библия судьбы», согласно которому в игре будет подобрана сюжетная линия, несколько игровых персонажей и ряд интерактивных функций. Однако многие из его идей были отвергнуты во время разработки в пользу более простого дизайна, за который в первую очередь выступил Джон Кармак, в результате чего Холл в конечном итоге был вынужден уйти с ID Software. Большинство дизайнов финальных уровней принадлежат Джону Ромаро и Сэнди Питерсон. Саундтрек был предоставлен Бобби Пирсон. Doom имеет незамысловатый сюжет. Он приведен в руководстве по эксплуатации, и в игре история достижений главным образом через короткие сообщения, отображаемые от игры. Игрок берет на себя роль морского пехотинца, одного из самых крутых на земле, закаленного в боях и обученного действовать, который был заключен в тюрьму на Марсе после нападения на старшего офицера, когда ему приказали стрелять по гражданским. Там работал бок о бок с Union Aerospace Corporation, многопланетный конгломерат и военный подрядчик, проводящий секретные эксперименты по межпространственным путешествиям. Недавно телепортации продемонстрировали признаки аномалий и нестабильности, но тем не менее исследования продолжаются. Внезапно что-то идет не так, и существа из ада вырываются из телепортационных врат на Деймосе и Фобосе. Защитная реакция службы безопасности базы не в состоянии остановить вторжение, и базы быстро наводняются монстрами. Весь персонал убит или превращен в зомби. Военный отряд с Марса отправляется на Фобос для расследования инцидента. Игроку поручено обезопасить периметр, поскольку штурмовая группа и ее тяжелое вооружение доставлены внутрь. Вскоре радиосвязь прекращается, и игрок понимает, что он единственный выживший, поскольку он не может самостоятельно пилотировать шаттл с Фобоса. Единственный способ спастись — это войти внутрь и пробираться через комплексы лунной базы. Он просто как два пальца об асфальт. Вы появляетесь на локации, также убивая монстров и проходя очень легкий головолом на уровне. Нажми кнопку и открой проход, найди ключ и открой дверь. В этой игре есть 10 видов монстров: одержимые, бесы, как и демон, и боссы. Оружейный арсенал Doom был весьма своеобразен в 1993 году и в конечном итоге стал прототипом для шутеров от первого лица. Игрок начинает вооружаться только пистолетом и кулаками с кастетом, на случай, если у него закончатся боеприпасы, но можно взять оружие покрупнее: бензопилу, дробовик, ракетницу, плазменную пушку и чрезвычайно мощную, но не менее мощную винтовку БФГ 9000. Существует широкий спектр дополнительных усилений, такие как рюкзак, который увеличивает вместимость боеприпасов игрока, броня, медикаменты для лечения ран и странные инопланетные артефакты, которые могут сделать игрока невидимыми и увеличить его здоровье или броню. Теперь мы переходим к Doom 2.
Игра была выпущена в 1994 году для персональных компьютеров под управлением MS-DOS. Является продолжением игры Doom, которая вышла в свет годом ранее. Doom 2 использовала уже существующий код, написанный для оригинальной Doom. Полный цикл разработки игры занял около 8 месяцев. Игра не имела визуальных отличий от оригинальной игры, но отличалась отсутствием разделения на эпизоды, одним новым оружием и несколькими новыми видами врагов. Впоследствии игра была портирована на множество других платформ. Игрок снова берет на себя роль одинокого морского пехотинца, безымянного героя, который, сбежав из ада и оставшись единственным выжившим, возвращается на Землю. Он обнаруживает, что Земля подверглась вторжению, поскольку все крупные города мира лежат в руинах. Оставшиеся лидеры планируют космические корабли для эвакуации выжившего населения Земли. Однако космопорт — это единственный путь для кораблей. Демоны защитили его силовым полем. Все оставшиеся солдаты человечества предпринимает отчаянную атаку на космопорт, но в конце концов они уничтожены, и остается только игрок. Морпеху удается проникнуть в зараженный космопорт, убить всех демонов на своем пути и отключить силовое поле. Выжившие люди сбегают, а он, поскольку сидит и ждет смерти, зная, что спас человечество от вымирания. Затем оставшиеся люди обнаруживают источник адского вторжения, родной город Десантика. Он возвращается в бой и истребляет исчадий ада из города, а также находит другой вход в ад. Чтобы закрыть портал, он должен снова войти в ад, чтобы остановить вторжение. После путешествия по его искореженной поверхности, десантнику удается противостоять иконе греха, гигантскому демону, и он убивает его. Тушение в аду, и портал на землю был запечатан. Два больших отличия в геймплее не имеет от Doom 1. Среди новых врагов чувак с тяжелым оружием, он же цепной стрелок, адский рыцарь, манкубус, ревенант, арахнотрон, элементаль боли, архиживотный и новый финальный босс. Будучи гораздо более разнообразными и инновационными, чем оригинальные Doom монстры, они кардинально изменили игровой процесс для одиночной игры. Ну, на этом видео я заканчиваю. Думаю, вам это видео понравилось. Подпишитесь, поставьте лайк и напоследок. Dude, this is so pushing P. No cap. This guy's pushing P right now. Dude, this is so pushing P. Hey, yo, this is pushing P right now. One. Look at these goofy odd chickens. This is so goofy odd. Bro, this is goofy odd, bro. These are